Евгений Волощенко. Я ERP-разработчик компании Smart Business. И сегодня хотел бы поговорить о Regression Suite Automation Tool в рамках текущего обновления Dynamics 365 for Finance and Operations, которое называется One Version. Начнем с того, что Microsoft изменил стратегию поставки обновлений, и теперь обновления они будут выпускаться чаще и будут обязательными к установке. То есть нам нужно каждый раз как-то готовить клиента и самим быть готовым к установке новых обновлений. Они говорят, что обновления не будут насильно включать какие-то критические функциональные изменения, но тем не менее могут быть нюансы, когда клиентский функционал будет некорректно работать при установке нового обновления. Ну и соответственно, так как эти обновления Microsoft планирует насильно устанавливать, они же предлагают определенное решение этой задачи. И RSAT, так называемый, как раз является одним из таких решений. RSAT – это программное обеспечение, которое позволяет проводить тестирование на уровне пользовательского интерфейса в автоматическом режиме. Есть более, скажем так, ранняя версия, это нельзя назвать версией RSAT, это отдельная функциональность, которая называется Perf SDK, но там это больше тестирование для разработчика. А RSAT позволяет тестировать конечному пользователю, консультанту, бизнес-пользователю. То есть там функционал более user-friendly, можно так сказать. И таким образом, за счет автоматизации процесса тестирования, RSAT позволяет снизить нагрузку на команду тестирования, например, на консультантов. А также позволит более точно отслеживать изменения в функционале и отслеживать возникающие ошибки. То есть также это позволит в какой-то степени снизить нагрузку на разработчиков. Microsoft предлагает следующую схему по взаимодействию с RSAT. RSAT – это программное обеспечение, которое зависит от таких функциональностей, как Lifecycle Services и Azure DevOps, который бывший Visual Studio Team Services. И, как мы можем наблюдать, у нас есть 3 этапа подготовки к работе с RSAT. Первое – это работа с BPM, Business Process Modeler, это функциональность в Lifecycle Services, которую я покажу далее. Также работа с Azure DevOps, в котором нам необходимо будет создавать тест-планы, наполнять их тест-кейсами, и эти тест-кейсы в дальнейшем будут использоваться в 3-м этапе при работе с RSAT. Прежде всего необходимо научиться работать с бизнес-процесс-моделером. Для этого первый шаг – это запись тестового сценария. Мы можем попробовать записать тестовый сценарий. Я думаю, что многие с этим уже функционалом давно знакомы, но тем не менее есть некоторые нюансы, некоторые best practices от Microsoft, которые определяют, как правильно создавать тестовый сценарий. Первое, что необходимо помнить, тестовый сценарий должен начинаться всегда с главного экрана, со стартового экрана. Да, я извиняюсь, тут, видимо, надо
как-то... Хорошо. Нет, тут надо дублировать экран. WinP. Угу. Теперь видно, да? Ну вот, мы должны начинать с стартового экрана. Мы переходим в регистратор задач и попытаемся создать новую запись. Например, и у нас есть такая функциональность, как определение предоплаты из журнала платежей. И вот сейчас мы уже записываем процесс создания журнала платежей. Ну, пример не особо сложный. Создадим. Вот. То есть, допустим, мы создали журнал платежей. По best practices от Microsoft сейчас мы должны остановить выполнение задачи и то есть как бы логическое завершение наступило, когда мы создали журнал и заполнили его всеми необходимыми значениями. Но мы продолжим, чтобы долго не создавать примеры. И вот, например, выполним контроль предоплат. Так, контроль предоплат выполнен успешно. И, как говорит Microsoft, в каждом тестовом сценарии должна быть хотя бы одна валидация. Вот, например, нам надо убедиться, что ваучер журнала предоплат установлен в нет. Да, вот, есть. И нам надо добавить шаг «Проверить текущее значение». Вот. Все. Мы останавливаем запись. И вот у нас есть несколько вариантов. Сохранить на компьютер, сохранится файл с расширением AXTR, или сохранить файл в Lifecycle Service. Ну, для примера мы сохраним на компьютер. Вот. После создания примера мы его должны загрузить в Business Process Modeler. Для этого у нас должен быть создан проект в Lifecycle Services, в котором мы должны перейти в Business Process Modeler. Здесь мы создаем библиотеку, но у нас библиотека уже создана. То есть это, в принципе, довольно тривиальный процесс. Надо нажать New Library. Мы добавим существующую. Здесь у нас уже есть некоторые тестовые сценарии. Но для добавления мы выбираем какой-то тестовый сценарий и говорим, что хотим добавить либо дочерний тестовый сценарий, либо соседствующий. Вот. И в Edit Mode указываем ему имя. Также здесь есть описание, ключевые слова.
Ну, вот эти настройки, они необходимы, например, если мы планируем наше решение публиковать в AppSource. Сейчас мы заполнять не будем. И загрузим наш тестовый сценарий. Вот, мы его загрузили. Далее нам необходимо его обозначить как рассмотренным, чтобы появилась зеленая галочка здесь. Вот. И также, когда мы первый раз будем создавать библиотеку бизнес-процессов, нам необходимо будет проставить вот эти две галочки для синхронизации с Azure DevOps и для синхронизации тест-кейсов в Azure DevOps. Для этого заранее в LCS-проекте должен быть подключен проект Azure DevOps. Ну, в предыдущих смарт-токсах мы уже неоднократно объясняли, как это делается, показывали на примерах. Вот. И ну и дальше мы переходим к рассмотрению функциональности Azure DevOps. То есть мы синхронизировали наш проект с бизнес-процессами в LCS, и теперь у нас должны создаться тест-кейсы. Для этого мы переходим в наш проект в Azure DevOps, нажимаем на тест-планы. У нас уже создан тест-план, ну, в принципе, можно создать еще один. Сейчас. Нет, не то. Так, надо удалить. Ладно, тут надо имя написать его. Для этого надо нажать на тест-планы и создать новый тест-план. Вот. Мы создали пустой тест-план, и для того, чтобы добавить тест-кейсы, они у нас уже есть в Azure DevOps, мы нажимаем Add Existing. Здесь мы можем указать определенный запрос, то есть, например, указать какое-то ключевое слово, которое содержится в названии каждого тест-кейса. Но если мы нажмем Run Query, то мы выберем все. И вот мы видим созданный только что нами тест-кейс, а также предыдущие созданные тест-кейсы. Через Shift выбираем все и нажимаем Add Test Cases. Сейчас они у нас в статусе Active. Это означает, что они активны для использования, но пока что не запускались с помощью RSAT. Вот. И, собственно, дальше мы можем перейти к рассмотрению функционала RSAT. Для того, чтобы воспользоваться RSAT, Microsoft предоставляет инструкцию, в которой, в принципе, детально описана установка всех необходимых сторонних программных компонентов, а также установка веб-драйверов Selenium для работы с браузером, для того, чтобы RSAT мог работать с браузером, установка thumbprint сертификатов, а также настройка RSAT. Ну, по поводу настройки мы перейдем в приложение RSAT. Давайте откроем его.
Еще раз, вот. И первый раз, когда откроется приложение, здесь не будут доступны наши тест-кейсы, тест-планы. Для того, чтобы они стали доступны, нам необходимо настроить RSAT. Здесь, очевидно, указываем Azure DevOps Server. Далее нам необходим сгенерированный Access токен. Тут же мы выбираем имя проекта на Azure DevOps сервере и, собственно, тест-план. Вот у нас сейчас уже подтянулся тест-план SM180. Можем проверить connection. Далее, hostname — это имя сайта, на котором развернуто Dynamics 365 for Finance and Operations. Это вот это имя. И SOAP hostname можно подсмотреть в Internet Information Services. Вот здесь. Вот здесь есть слово SOAP, то есть оно указывает на то, что это адрес SOAP хоста. Далее сгенерированный ID сгенерированного сертификата, отпечатка пальца. Working Directory, в принципе, может быть любой. В эту директорию будут сохраняться генерируемые DLL файлы, генерируемые Excel файлы, XML файлы и классы, C# классы. Это все генерируется в процессе работы с RSAT перед запуском тестовых сценариев. Также браузер, в котором будет производиться тестирование. Тест run timeout — это время, после которого тест оборвется, и все невыполненные тесты будут помечены как failed. И также есть test action timeout — это время выполнения какого-то определенного шага в тестовом сценарии. И компания, в которой мы будем производить тестирование. Также я, наверное, пропустил admin username, это, соответственно, имя аккаунта администратора. Для того, чтобы подгрузить созданный нами тест-план, нам надо нажать кнопочку Load. И вот он подгрузился, и вот наши тест-кейсы. Также здесь есть последний созданный. Теперь перейдем в папку, в директорию, в которой будут храниться генерируемые файлы. Сейчас здесь сгенерировались файлы из предыдущего тест-плана, которые мы можем удалить. И для начала работы нам необходимо сгенерировать новые файлы нажатием кнопки New. Выбираем все тестовые кейсы, для которых хотим сгенерировать, нажимаем кнопку New. Вот они у нас генерируются. Давайте посмотрим на файлы, которые сгенерировались для примера с созданием журнала и проверкой предоплаты. Что нас интересует, это Excel-файл. Этот Excel-файл предназначен для работы с тестовым сценарием. То есть здесь мы видим, мы можем заменить компанию, на которой будет выполняться тестовый сценарий, поставить необходимого нам пользователя, то есть чтобы не выполнять под администратором. Также здесь есть поле для валидации сообщения инфолога. То есть если тестовый сценарий у нас заканчивается выведением сообщения инфолога, здесь мы можем указать текст, который мы желаем увидеть. И если текст не совпадает, то сценарий провален. А также есть какие-то переменные, которые были записаны в процессе
создания тестового сценария. Например, название журнала, которое мы указывали в таблице Ledger Journal Trans Stable Lines, а также параметры, которые мы выбирали для создания строк журналов, это счет и накладная. То есть здесь мы можем поменять, например, ну и значение, которое мы проверяем. То есть мы проверяли, что ваучер журнала предоплат установлен в нет, то есть false. И здесь мы можем проверить в следующий раз, что он будет установлен в true, если нам это необходимо. Также эти Excel-ки можно открывать нажатием на определенный тест-кейс и через кнопочку Edit. Вот. Да. Получается, вот эти вот записи в Excel, они привязаны к работе тестирования. То есть, условно говоря, если потом принять язык, что-то сломается? Я не уверен насчет этого, но да, скорее всего, они привязаны, и, возможно, это будет как-то исправляться. Но точно я не знаю. Сейчас RSAT находится на стадии активной разработки, и если кто-то зарегистрирован в группу в Yammer Dynamics 365 Insider, то там можно встретить очень много баг-репортов от пользователей, которые в данный момент тестируют последние версии RSAT, и, соответственно, обновления выходят очень часто, и какие-то функциональные особенности дорабатываются, какие-то новые фичи добавляются. Ну, давайте попробуем запустить наш тестовый пример. Угу. Что-то не так, может быть, из-за записи экрана. Да, извините за технические неполадки. Да нет, здесь же нельзя менять. Да. Наверное, не получится нам показать, как это все происходит, к сожалению. Но можно попробовать через Google Chrome. Для того, чтобы работать с разными браузерами, там в инструкции это описывается, необходимо скачивать разные версии Selenium WebDriver. О, да. Кажется, Google Chrome, как всегда, выручает. Ну, в принципе, сейчас мы посмотрим, как выполняется один из наших тестовых сценариев. Если я не ошибаюсь, я выбрал сценарий, да, по созданию заказа на продажу. Опять же, можно запускать эти сценарии циклично, например, если необходимо создать несколько однотипных заказов на продажу, но это вручную делать будет намного дольше. Ну, в принципе, вот так вот это выглядит. И что самое интересное, вот давайте попробуем. Вот сейчас мы видим, что тестовый сценарий завершен успешно, потому что заказ создан без ошибок. Давайте попробуем запустить наш тестовый сценарий по определению предоплаты.
Сейчас он должен отработать с ошибкой, потому что мы уже создали журнал на полную сумму, и второй журнал по этой же накладной не создастся. Мы не сможем выбрать накладную эту же, если не ошибаюсь, четвертую. Да, вот, и поэтому я говорил, что лучше разбивать тестовые сценарии, атомизировать их, разбивать на как можно более мелкие тестовые сценарии, потому что если бы мы создали тестовый сценарий по созданию журнала и создали тестовый сценарий по определению предоплаты, то это были бы, соответственно, разные тестовые сценарии, и вот мы бы убедились, что мы не можем создать журнал платежей. То есть определение предоплаты, допустим, у нас отрабатывает правильно, а вот с созданием журнала платежей конкретно что-то не так. И также мы можем посмотреть сообщение об ошибке, которое выдает РСАТ. То есть здесь вот кнопка не может быть нажата. А почему она не может быть нажата? Это надо уже смотреть визуально. То есть кнопка не может быть нажата, потому что у нас вылетело какое-то сообщение об ошибке. Здесь мы откроем тест-кейс в Azure DevOps и увидим какие-то комментарии о результате выполнения. В Azure DevOps тест-кейс уже создан. Единственное, что там может обновляться информация о его выполнении. И, возможно, добавляться какие-то, например, сообщение об ошибке туда может добавиться. Вот. Здесь отображены в текстовом виде шаги, которые мы проходили, и ошибка. Также, если я не ошибаюсь, здесь должно быть изображение. Да, изображение последнего шага, на котором все остановилось. То есть, в принципе, как вариант, тоже можно вот по этим изображениям узнать, что не так. Также мы немножко, можно сказать, поигрались с RSAT, и задача была следующая. Задача была автоматизировать этот процесс в рамках build definition в Azure DevOps. То есть мы хотели в build definition Azure DevOps создать такой шаг, который будет запускать эти тестовые сценарии автоматически, и в зависимости от результата либо завершать билд, либо успешно, либо завершать билд с ошибкой. То есть это полезно, когда мы вносим какие-то изменения в функционал клиента и хотим их зачекинить. Чтобы убедиться, что нет ошибок и не привлекать команду для тестирования, мы пытались как-то вызвать RSAT из build definition. Один из вариантов, он, конечно, не самый удачный, но вот здесь простенький скрипт для PowerShell, в котором мы используем консольную версию RSAT. То есть при установке у нас есть диск C. Вот. При установке мы можем зайти в папочку с RSAT и где-то здесь найти Microsoft Dynamics RSAT. Вот. Console app.exe. Там есть свой интерфейс, с ним можно ознакомиться, вызвав стандартную функцию help. И вот здесь мы использовали консольную версию RSAT, в которую мы по очереди передаем Excel-файлы из папочки, в которой они генерируются по нажатию кнопки New. То есть вот эти Excel-файлы, они
передаются в консольную версию приложения да, нам сначала надо перейти в папку. Ну, я не знаю, я если сейчас запущу, то давайте для демонстрации попробуем запустить. Просто здесь сейчас все будут тестовые сценарии обрабатываться. Мы остановим. Ну вот, в принципе, вот отрабатывает консольная версия приложения. То есть нам не обязательно использовать юзер-интерфейс и нажимать кнопки, скажем так. Как он запоминает, как мышку? Какую мышку он не вводит? Ну, да, это я мышкой вожу. Вот. То есть RSAT хорош тем, что если мы покрываем весь клиентский функционал такими вот тестами, то при выходе новых обновлений мы можем, ну, как бы находиться на острие событий, скажем так, и быть уверенными, что у нас нет ошибок, либо исправлять ошибки преждевременно. Также Microsoft предлагает вот такую вот программу. Это Release Validation Program. Ссылочка будет в презентации. Можно скачать презентацию и там найти эту ссылку в конце. Здесь описание необходимых действий, которые нужно выполнить перед участием в программе, и сама анкета для регистрации. Что из себя представляет эта программа? После того, как вы зарегистрируетесь, Microsoft предоставит возможность в созданном вами проекте развернуть за средства Microsoft виртуальную машину, точнее developerский environment, и на этот environment будут устанавливаться все последние апдейты до их релиза. То есть, соответственно, мы получаем возможность установки последних апдейтов и тестирования их с помощью RSAT. То есть здесь вот где-то в программе даже написано, что для участия необходимо 5 успешных успешных запусков тест-кейсов, и минимум 6 тест-кейсов должны быть записаны. А также Microsoft предлагает поучаствовать в специальном Regression Suite Automation Tool воркшопе, который нацелен на бизнес-пользователей, разработчиков, консультантов. То есть вот сейчас этот воркшоп проходит в нескольких странах, и здесь описана процедура регистрации. Microsoft обещает, что на этом воркшопе будет это там 3- или 4-дневное мероприятие, на котором будут проводиться уроки по созданию тестовых сценариев. То есть там наверняка будет показано, как правильно их создавать, может быть, какие-то еще дополнительные нюансы по созданию, по записи, по работе с RSAT, по работе с Azure DevOps, по работе с LCS, с бизнес-процесс-моделером. Ну и, соответственно, можно будет задавать вопросы и получать ответы из первых уст. Так, да. Ну и тоже ссылки будут все в окончании презентации. Ну вот, собственно, ссылочки. Спасибо, что пришли.